Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса. И я приглашаю к себе предводительницу беженок, которая просит помощи, чтобы посмотреть, чем мы можем ей помочь. Зира. Зираэль. Спасибо за приглашение. Меня зовут Зира, я нефритовый скульптор. Скульпторница, наверное. Добро пожаловать, Зира. Меня зовут Фортуна, я прорицательница. Чем я могу тебе помочь? Я возглавляю группу беженок, и мы в отчаянном положении. Сочувствую. Не спеши, расскажи, что произошло. Сначала мне следует рассказать тебе о причине нашего бегства. Чтобы понять, в чем дело, ты должна разбираться в нашей культуре. Извиняюсь. Ты знакома с традициями нефритовых скульпторок? Не очень, просвети меня. С удовольствием. Спасибо, что готова выслушать. Мы, нефритовые скульпторки, способны разговаривать с драгоценными камнями. Мы можем узнать, какой потенциал в них таится, и превратить их в магические инструменты. Самый могущественный камень — это нефрит. На нем зиждется наша сила благодаря договору, который мы заключили с нефритовыми монахами. Вы сотрудничаете с мужчинами? Я думала, переродиться способны только женщины. Нет, нефритовые монахи — это два крупнейших нефритовых камня во Вселенной. Каждый из них размером с пятиэтажную пагоду. Не знаю, что за слово было. Так, секунду. Они шепнули основательницам нашего ковена о том, какую форму желают принять, и те вырезали из них соответствующие фигуры. Мы им поклоняемся, взамен они охраняют души всех членов клана. Если принести сердце нефритовой ведьмы к нефритовым монахам, мы можем снова переродиться, но уже смертными. Мы лишаемся своих сил, но сохраняем память. Перерожденные остаются в нашем храме и служат ведьмам ковена. Очень интересно. Большое спасибо, что все это мне рассказала. Теперь ты знаешь, как устроен наш ковен, и сможешь понять, в чем причина конфликта. Я нашла способ сохранить силу и бессмертие ведьм, перерождающихся у водопадов нефритовых монахов. Для этого нужно применить новый метод работы с камнем, при котором залежи необработанного нефрита насыщаются ртутью. Но наши сестры сочли это ересью. Они заявляют, что нельзя посягать на чистоту нефрита. Однако я подозреваю, что они просто не хотят лишаться притока смертных служанок. Некоторые из нас пытались доказать, что насыщение нефрита металлами способно принести пользу. Таких, увы, было немного. Но нас объявили еретичками и открыли на нас охоту. Ох, какой кошмар. Поэтому нам нужна ваша помощь. Я понимаю, что сейчас защищать нас рискованно, но у меня есть предложение, выгодное обеим сторонам. Хорошо, говори. Я сравнивала множество ковенов в поисках того, где лучше всего укрыться. Ваш ковен самый могущественный. Также я узнала, что к вам можно вступить по приглашению. Если одна из ваших сестер даст рекомендацию другой ведьме, та может сразу стать полноправным членом ковена. А еще я знаю, что прямо сейчас у вас проходят выборы. Итак, если ты порекомендуешь меня и 9 моих сестер к вступлению в ковен, мы все на этих выборах проголосуем за твою партию. А также мы готовы предложить немного магии в качестве компенсации за причиненные неудобства. 10 единиц энергии Земли. Я знаю, что нефритовые скульпторы не рискнут связываться с таким могущественным ковеном, как ваш. Примите нас в свои ряды, и мы окажемся в безопасности. Умоляю тебя. Во-первых, солнце засветило капец как сильно, но другое то, что она умоляет. Это прям показывает отчаянность ее положения, наверное. Защити нас, ты получишь в обмен 10 голосов и энергию Земли. В смысле, не обязательно? Я согласна. Я просто согласна. Хвала нефритовым монахам, правда? Да, я не имею права вам отказать. Наш ковен вас защитит. Огромное спасибо, ты нас просто спасаешь. Мы поддержим тебя всем, чем сможем. Ты получишь не только наши голоса, но и нашу магию. Мы сделаем для тебя что угодно. Мы в неоплатном долгу перед тобой. Я сделала то, что должно. Вот, пожалуйста, прими нашу нефритовую энергию Земли. Спасибо, а дайте мне энергии огня чуть-чуть, пожалуйста. Что дальше? Мои карты могут начертать вам новое будущее. Что? Начертать? Да, я способна влиять на колесо Вселенной. Полностью контролировать будущее не могу, но мои предсказания не просто гадания. Я могу предвидеть несколько вариантов будущего и подтолкнуть колесо Вселенной в нужном направлении.
Фортуна, твоя сила не перестает меня удивлять. Хочешь узнать, какое будущее вас ожидает? Да, хочу. Хорошо, сейчас возьму карту. В этой ситуации действуют сразу две силы, поэтому вытяну карту для каждой из них. Одна из них — это ты и твои сестры, беглянки, спасающиеся от своего ковена. Другая — это ваши преследовательницы, ваши бывшие сестры, которые объявили вас еретичками и открыли на вас охоту. Я взываю к милости нефритовых монахов. Сосредоточься на мастерстве нефритовых скульпторов и своих желаниях, пока я тасую карты. Так. Беглянки, я считаю, это сюда. Вы так впечатлитесь моими талантами, что вы сечете из камня храм и статую в мою честь, будете поклоняться им и подпитывать мои силы. О, ничего себе, это как... нарциссичненько. Вы осознаете ошибочность своих взглядов, вернетесь к бывшим сестрам, чтобы загладить вину. Нет, вообще нет. Вы создадите собственный ковен, который превзойдет ковен нефритовых скульпторов. Тоже нет. Ведьмовство станет для вас невыносимым. Вы с сестрами откажетесь от своих сил, станете жрицами, будете жить среди смерти. Да нет, мне не нравится реально ни одна. Предсказать им вот это, хотя, блин, может быть, предсказать им то, что они будут ей поклоняться и подпитывать ее силы. Ну это да, это очень эгоистично, конечно, это так... Давайте поможем им с тем, что они сделают ковен еще лучше, чем раньше. Это невозможно. Почему? Ведь нефритовых скульпторок не было, пока ваши прародительницы не высекли статуи из огромных глыб нефрита, верно? У бессмертных вроде нас с тобой полно как времени, так и возможностей. Ты права. Мне нужно начать думать о будущем, а твои предсказания позволяют смотреть в это будущее с надеждой. Спасибо. Пожалуйста, смотрите, сколько, блин, круто. Так, давай. Со временем ваши преследовательницы осознают свое невежество, постараются убедить вас вернуться, желая скупить все, что вам пришлось пережить по их вине. Нефритовые скульпторы проведут ритуал, который превратит всех умерших служанок в призраков, а потом заставят этих призраков являться во снах тех, кто их предал. Понятно, нет, короче, первое. Просто невероятно. Но если мы впрямь создадим новый лучший ковен некоторых талантливых скульпторов, мы бы с радостью в него приняли. Все действительно будет так, как ты начертала? Да. Как ты можешь быть такой могущественной? Это просто невероятно. Мне все еще не верится, что мы не просто выживем, но и после всего пережитого начнем новую прекрасную жизнь. Надеюсь, вы будете счастливы. Правда, спасибо. Пока я постараюсь по достоинству отблагодарить тебя за то, что ты нас приняла. Почему? Баганула, короче, это не Фортуна говорит, это она говорит. Ты нас спасаешь во всех смыслах. Надеюсь, что в итоге у вас все сложится хорошо. А вот это уже Фортуна сказала, да? Угу. О, вернулись. Друзьяшки. Подружайки. Георгина рекламирует среди академиков свою идею свободного доступа к запретной магии, и это очень их привлекает. Нельзя выпускать ситуацию из-под контроля. Что происходит? Меня посещают странные видения. Причем не только меня, но и весь ковен. В них мы принимаем в ковен еще все больше ведьм. Это прекрасно. Столько новых лиц, новых знаний, новых впечатлений. Теперь все хотят рассеять останки Эданы, чтобы переродилось больше ведьм. Даже я сама, если честно. Что? Но нельзя позволить Георгине одурманить нас этой прекрасной идеей и пропихнуть остальную программу, в которой нет ни грамма здравого смысла. Мы должны сосредоточиться. Блин! Конечно же, это не на мою... Ах, ты приняла беженок из нефритовых скульпторов в наш ковен? Ну, да. Посреди предвыборной борьбы это был не самый разумный шаг. Согласно правилам ковена, они имеют право голоса, ну и, конечно, они собираются голосовать за нас. Но остальным ведьмам ковена это не понравилось. О, понимаю. Но я не могла отказать им в помощи, я была должна их принять. Ладно, будем компенсировать урон. Блин, вот же блин. Я повидалась с исследовательницами и объяснила, почему наша программа подходит им лучше остальных. Они отнеслись к этому довольно скептически, но кое-кого я все-таки переубедила. Так. Иди критикуй. Программу... Блин, ладно, не надо, подожди, я передумала. Я же не хотела этого делать. Ладно, да блин, да слушай. Ты куда? Подожди, что она пошла делать?
А что я нажала? Ой, блин. Ну ладно. Я добыла это из сердцевины звезды. Будешь изготавливать новые карты? Да, твое задание... Ищи компромат. Умение делаться невидимым тут пригодится. Посмотрим, что удастся раскопать. Я скоро вернусь. Да, я все-таки послала искать компромат его. Он прям, да, подходит под эту роль, так сказать. Кто тут у нас? Что это? Фортуна, очнись, ты в порядке? Открой глаза, не покидай нас, пожалуйста. Что? Позже. Позже. Давайте сначала пригласим ее бывшую наставницу. Из оленьего народа. Ух ты. Здравствуй, Фортуна. Я так рада тебя видеть. Надо же, как ты выросла. Я чувствую, тебя переполняет энергия земли. Я боялась, что изгнание тебя сломает. Но ты не только выдержала это несправедливое наказание, но и набралась силы. Я тоже рада тебя видеть. Что ж, после такой долгой разлуки меня, наверное, ждут нотации за все 200 лет разом, да? Что? С чего бы? Тебе пришлось провести все это время в изгнании, и это просто ужасно. Напротив, сегодня мне следует тебя слушать. Я с радостью приму ту мудрость, которой ты готова поделиться со мной, Оракул, выдержавшая 200 лет в одиночестве. Ого. К такому меня жизнь не готовила. Я думала, ты сердишься или стыдишься меня. Вначале так и было. Но я уже не та ведьма, которая была сотни лет назад. Впрочем, думаю, за это время все, кого ты знала, значительно изменились. Это печально. Но да, я чувствую себя чужой даже среди близких подруг. То, что мы лишились тебя, сказалось на всех нас. Внезапно, оставшись без любимой ученицы, я начала задаваться вопросами, кто и зачем существую. Наставница. Сегодня я пришла, чтобы тебя выслушать. Расскажи мне про изгнание. Я стала сильнее. Теперь я куда могущественней. Это было непросто, но я справилась, а за эти 200 лет остались в моей памяти размытым пятном. Это была проверка на прочность, но я ее прошла. Теперь я могу справиться с чем угодно. Серьезно. Не хочу сказать, что благодарна Дане за это, но я по-прежнему ненавижу ее всей душой, но никогда бы не достигла такого уровня, если бы не этот кошмар. Но Фортуна, сила — это не мерило жизни. Обретение могущества не обязательно означает внутренний рост. Жизнь, которая не приносит радости, трудно назвать жизнью. Я знаю, но от меня ничего не зависело. Поэтому мне проще верить, что все было не зря. Да, тогда понимаю. Что насчет Левиафана, которого ты призвала? Чё? Чего? Фортуна, это ведь я обучила тебя запретной песне. Конечно, я в курсе. Знаешь что, я не раскаиваюсь в этом. И правильно, я рада. Я обучила тебя этой песне не просто так. Было бы странно учить тебя тому, что не следует использовать. То есть ты знала, что однажды я призову Левиафана? Я хотела, чтобы у тебя была такая возможность. Возможность нарушить магический пакт? Да. Законы — это договоренности между членами сообщества, примерно определяющие, что правильно, а что нет. Но ни один закон нельзя рассматривать в отрыве от контекста. К тому же, откровенно говоря, почти никого из нас даже не спрашивают, согласны ли мы соблюдать свод правил общества, в которое попадаем, или нет. Это точно. В общем, эта песня спасла мне жизнь. Я знала, что этот день настанет. Исполнив запретную песню, ты стала полноценной взрослой ведьмой. Ты больше не моя ученица, я больше не твоя наставница. О, это даже печально. Для меня тоже. Но теперь мы можем расслабиться, стать чем-то большим, чем наставница и ученица. Будем подругами, сможем полагаться друг на друга. Я смогу полагаться на тебя. Мне будет странно относиться к тебе, как к остальным моим подругам. Я начинаю жалеть об этом. Ха-ха-ха. Фортуна, я тобой очень горжусь. Перестань, я разреву сейчас. Кто бы мог подумать, что брешь в твоей броне пробьет именно похвала. Ну тебя, у меня были сложные 200 лет. Знаю, милая. Кстати, о неожиданностях. С чего это вдруг тебя занесло в политику? Ну, по факту нас заставила сестра. Не по факту. Давайте хочу исправить ущерб, нанесенный Эданой. Какой ущерб? Который она причинила Ковину. Не знаю. Я хочу лишить ее чего-нибудь. Она столько у меня отняла, что расквитаться никогда не выйдет. Не уверена, что это принесет тебе спокойствие, но хорошо, если таким образом ты избавишься хотя бы от части накопившейся в тебе ненависти. Как я могу тебе помочь?
М. Можешь переманить новеньких на нашу сторону? Конечно, с радостью. Спасибо тебе большое. Ну, я больше не могу ждать. По Ковину быстро разлетаются слухи. Я хочу увидеть твою новую колоду и желательно в действии. Хорошо, но сначала я должна рассказать о истинных свойствах. И что же это за свойства? Некоторое время назад меня посетил труп Эданы, и она объяснила, почему отправила меня в изгнание. Она раньше всех поняла, что я не просто предсказательница. Я не читаю судьбу, я ее пишу. И могу вмешаться не только в будущее, но и в прошлое, которое так и не случилось. Грубо говоря, я могу менять реальность. Ага. Подожди, разве она не только будущее могла менять? Мне казалось, что до этого... Я не знаю, Она может менять прошлое? Мне совестно, что я сама этого прежде не заметила, ведь именно я была рядом с тобой, когда развалился твой дар. Развалил. Да неважно. Почти одно и то же, правда? Если бы мы знали об этом раньше, я могла бы лучше тебя обучить. Ты превосходно меня обучила. К тому же я была намного счастливее, пока не знала, что представляют из себя мои силы. А, так значит, твое предсказание о распаде Ковина. Да, фактически я его обрекла. Вот как. Наверное, это одна из причин, по которым я пошла в политику, чтобы хоть как-то минимизировать урон. Ну, так что, зная все это, ты все равно хочешь, чтобы я тебе погадала? Да. Да? Я тебя воспитала, это и моя ответственность. Тогда обдумай, что ты хочешь спросить. Я интерпретирую значение карт на то, какие карты выпадут. Но то, какие карты выпадут, я не контролирую. Хорошо. Так спокойнее. Какое будущее ты хочешь изменить? Не будущее. Если я правильно поняла, мы можем изменить то, чего не случилось, так? Да. Я не могу ничего стереть, но могу начертать новую реальность. Особенно там, где общие воспоминания расплывчаты. Времена, в которые не происходило ничего важного. Я понимаю. Тогда начертай нам хорошее воспоминание и важный урок. О, неожиданный запрос. С чего это? Сожалеешь о чем-то? Разочарована? Когда Эдана отняла тебя у меня, я очень о многом думала. Поняла, что мне следовало быть менее строгой. Позволять нам с тобой чаще радоваться жизни. Теперь ты можешь это исправить, так что попробуй сделать из меня наставницу чуть получше, хоть и задним числом. Ого, ладно. Сосредоточься на своей гордости и сострадании, пока я тасую карты. Ничего себе. Давай, это будет урок. Ты обучила меня еще одному запретному заклинанию, которое позволяет вытягивать магию из любой ведьмы, посетившей мои владения. Ух ты ж, нифига. Перед моим изгнанием ты показала, как создать магический тайник, медленно накапливающий энергию, чтобы меня ждал неплохой запас, когда мое изгнание закончится. Ух ты ж, нифига. А это сильно. И, короче, я так поняла, если идти по пути красненькому, огня, то это будут больше такие выборы, как не то что плохие, но сомнительные в каком-то плане, наверное, но выгодные для ГГ. Очень даже выгодные для ГГ, я считаю. Блин, слушай. А давай. Вот так вот. Похоже, я не слишком хорошо скрываю свое пренебрежение магическим пактом. Но я не жалею о содеянном. Я хотела дать тебе инструменты, чтобы справиться с любой ситуацией. И за это я тебе благодарна. Ты пользовалась этим заклинанием? Практически нет, по крайней мере, ни разу после того, как сняли запрет на посещение. О, как интересно. Мы изменили прошлое, но повлиять на то, чему есть свидетели, я не могу. Поэтому я не пользовалась этим заклинанием. Карты сохраняют внутреннюю логику Вселенной, так что, наверное, можно не беспокоиться, что какой-нибудь эффект бабочки уничтожит нашу реальность. О, я уже и забыла, что ты только что начертала это в нашем прошлом. Оно кажется таким реальным. Потому что оно стало нашей реальностью. Это не иллюзия, это уже с нами случилось. Потрясающе, крайне интересно. Но теперь ты начнешь вытягивать энергию своих костей? Да. Я чувствую, что должна это сделать. Твое решение или карта. А разве это не одно и то же? Наверное. Вот это жестко. Угу. Так, воспоминания. Помню, как мы с тобой отправились в поход по долине в мире оленьего народа. Там было так спокойно и красиво. Помню, как мы захлопали ушами, как ты захлопала ушами, когда я первый раз испекла тебе пиццу Маргарита. О, это очень мило. Давайте вот это. Очень мило. Ушами? Да. Я тогда проучилась у тебя всего несколько месяцев. Я понемногу привыкла к новой жизни и захотела как-нибудь отблагодарить тебя за заботу. И тогда я спросила, любишь ли ты пиццу? А ты такая,
Что такое пицца? Вот именно. Я поверить не могла, что за столько лет бессмертного существования ты ни разу не слышала про пиццу. Ну, ты ведь на тот момент тоже ничего не знала о кулинарии оленьего народа. Ну да, согласна. Но тогда я просто не представляла, как можно жить без пиццы. И вот я испекла тебе самую простую. О, как вспомню, сразу слюнки текут. И когда ты откусила первый кусок, у тебя сделались круглые глаза, а уши начали непроизвольно махать вверх-вниз. Теперь я хочу пиццы. Я уже несколько веков ее не ела. К следующему моему визиту будь готова испечь пиццу, Фортуна. Хорошо, договорились. Так странно. Я же знаю, что ты только что сама это начертала, но... Я помню этот день отчетливо в мельчайших деталях. Запахи, температуру воздуха, все свои ощущения. Да, я тоже. Удивительно, я сразу же приняла существование этой новой реальности. В конце концов, это не иллюзия, это произошло на самом деле. Мы обе тому свидетельницы. Невероятно. Спасибо, что дарила нас таким ценным воспоминанием. Блин, так мило. Ну, как тебе мой настоящий дар? Теперь я понимаю, почему Эдана настолько тебя боялась, что отняла твою колоду. Но во мне нет страха, потому что я знаю тебя. Эдана не знала и крупно ошиблась. Если бы Эдана открыла тебе правду, уверена, что ты бы очень бережно отнеслась к своей новой силе. Но приговаривать тебя к тысячелетнему изгнанию было крайне неразумно. Ты могла сойти с ума и... Не хочу даже думать о том, что сотворила бы безумная ведьма, способная менять реальность. Я очень рада, что научила тебя песне, которая позволила призвать Абрамора. Постой. Ты знаешь Абрамора? Не лично. Его знала моя наставница. Именно она научила меня запретной песне и рассказала много историй об Абраморе. Но сама я с этим заклинанием так и не воспользовалась. Постой. Расскажи мне еще о своей наставнице и Абраморе. Моей наставницей была шумерская ведьма, мастерица оборотничества. Она одна из основательниц нашего Ковена. Им пришлось изгнать Абрамора, потому что кто-то из сестер заключил с ним договор, ставивший под угрозу само время. Моя наставница редко об этом говорила, поскольку воспоминания о этих событиях отрицательно влияли на ее превращение. Словом, им пришлось стереть ту ведьму из реальности. А Абрамора заточить обратно в запретную песнь. Абрамору это не понравилось. Еще бы. Моя наставница же сожалела о том, что все кончилось именно так, но, увы, она ничего не могла поделать. Риск был слишком велик. Однако наставница с теплом вспоминала время, проведенное с Абрамором. Мне даже жаль, что я сама так его и не призвала. Как он тебе? Мне лично нравится капец. Интересный чувак. Харизматичный чел. Он мне нравится, и я обязана ему жизнью. Ну, не то чтобы жизнью, конечно, но помог он знатно, так сказать. Рада это слышать. Хорошо, что ты нашла себе такого сильного соратника. Ты не часто говоришь о ком-то с такой теплотой. Видимо, у меня слабость к иномерным существам. Послушай, я хочу кое-что тебе подарить. Полагаю, мои владения могут стать довольно сильной сферой для твоих карт. Все-таки там сходятся все 4 стихии. Студия Юэни и студия учительницы Фортуны, в которой она обучает ведьм искусству космической магии. Хорошо. Это мне точно пригодится. К тому же приятно будет иметь карту с изображением места, где я училась быть ведьмой. Фортуна. Спасибо, Юэни. Что ж, пора заканчивать мой визит. Сосредоточься на компании. Ты сможешь изменить мир, дитя мое. Да. Навещай меня почаще. Да блин, ну круто. О, привет, ты пришла? О, привет, и ты пришла. Давайте посмотрим, что мы скажем. Так, я вернулась с твоего задания по тактическому шпионажу. Я посплетничала с молодежью, в процессе перевела разговор на наших соперниц и узнала одну из танки Парисы. В общем, у нее есть способ оставаться всеведущей. Но он довольно жуткий. Она поглощает тех новеньких ведьм, кто не смог влиться в Ковен. Их разуму позволяет ей поддерживать память в прекрасном состоянии. Их воспоминания тоже достаются ей, и так она получает знания современности. Если бы ты не помогла мне с перерождением, я могла бы оказаться среди ее жертв, Фортуна. На мой взгляд, это больше похоже на страшилку. Ну, не спорю, новеньких эта информация очень пугает. Еще бы. Так, какое задание ты мне можешь помочь сделать? Раз рекламируй давай кому-нибудь. На аудиторию давай... На новеньких, я думаю, она может, потому что новенькие, она сама новенькая. О, здорово, я всем расскажу, какая у нас хорошая программа. Что за комар? Так,
Я нашла возможную союзницу. Она тебя навестит, и ты сама решишь, что к чему. Ее зовут Вун, она ведьма разрушения энтропии. Как и высыдайная, она принадлежала к ведьмам-оракулам. Способна наблюдать энтропию в любой системе, будь то механизм, сообщество, здание, небесное тело или даже идея. В общем, Вун может определить, какие действия ускорят или предотвратят разрушение чего угодно. Возможно, она поможет нам найти слабые места в компаниях наших соперниц. Задание. Подожди, а она кто? Я забыла, она кто? Блин, с какого класса она? Она точно не новенькая, не поставщица, не воительница. И не оракул. Она либо исследовательница, либо академик. Кто она? Подожди, кто она? Не помню. Давай в исследовательницу тоже пойди сходи. Я этим займусь. Давай. Окей. Все-таки нам нужно создать карту. Хотя бы одну. У меня очень много просто набралось вот этих вот, поэтому я думаю, что можно все-таки куда-то их потратить немножечко. Немножечко. Совсем чуть-чуть. Совсем студия Юэни. И фиг же знает, что мне сюда вложить. А, ну стой, нет, подожди, убери студию. Давайте, знаете что, я хочу использовать все-таки наконец-то вот эту... чтобы взять... Кузницу. Давай Гайториана. И давай подумаем, что еще туда прилепить. И вот это вот. Ой, а где твоя голова? А, это твоя голова, да? Окей. Куда тут тебя поставить? Так вот. Ты Левиафан же, правильно? Правильно, правильно, Левиафан. Кто еще? Где твои руки, Левиафан? Я хрен его знает, где его руки делись. Вот рука одна. Будет у него в руке меч, типа держит. Кривовато, конечно, держит, но неважно. Ну какая разница? Ну, чуть-чуть странно держит меч, но это тоже вообще не имеет значения. Просто вот как держит, так держит. С огоньком, так сказать. С огоньком. Глазище. Прикольное глазище. Опа. Поменьше чуть-чуть, пожалуйста. А тут ты какой-то немножко на НЛО похож. Такими глазищами. Не, ну слушай, реально поменьше давай. Конечно, Левиафан, но это что-то уже перебор чуть-чуть. Ну-ка, вот так ничего. Это у тебя вторая рука, да, точно, вторая рука у него тоже существует. Вторая рука туда куда-то ушла. Вторая рука вот так вот, типа туда. Да, вот так вот. Того. Типа вот этого. Что еще? Кубики. Кубики? Что за кубики, слушай? Кубики. Я не знаю, просто твои кубики. Летают возле тебя кубики. Не, куда мне тебя поставить? Мне не нравится вид карты. А, вот так неплохо, кстати. Нет, с этой рукой что-то явно не то. Так, ладно, Лер, все, переставай, заканчивай с этим. Нет, с этой рукой реально что-то не то. Ну ладно, ну чуть-чуть кривоватая, ну подумаешь, что, с кем не бывает. Нормально. Ничего, все, нормально. Хорош. Угу. Боязнь колдовства, что?
Костный мозг Левиафана выжигает мысли, ты обретешь знания и изучая чужие страхи. Пылающий меч дает выход ярости, неконтролируемая агония становится очищающей силой, смертью, перерождением. Обман, тайна, соперничество, трагедия, вредительство, вражда, перемена, Ой, ну тут прям жесткая какая-то карта получилась. Окей. О, вернулся, дружбан. Смотри-ка. Нет, стой, пошли поговорим с ним. Давайте закончим на том, что мы поговорим с Абрамаром. А остальное уже посмотрим в следующей серии. Я до сих пор не поговорила с вот этой ведьмой, которая кубик вот этот летающий. Я вернулся с твоего задания. Мне удалось выяснить кое-что неприятное твоей подруге Жасмин. Жасмин добавляет в свои смеси вещества, усиливающие способности ведьм. Даже если она это делает из лучших побуждений, это все равно не слишком этично. Она старалась облегчить жизнь сестер, сделать так, чтобы она была довольна, и усиливала настой и сушеные травы, которыми она снабжает Ковен. Конечно, это делалось для того, чтобы все приходили ежеквартальную оценку, но тем не менее делать такое тайком. Кое-кто из ведьм обнаружил, что их смеси были приправлены, но Жасмин извинилась перед ними и попросила не придавать этой огласке, взамен пообещав никогда больше так не делать. Если мы расскажем об этом на дебатах, это вызовет скандал. Но еще наверняка навредит вашей дружбе. В общем, вот тебе информация к размышлению. Всегда полезно знать как можно больше о сопернице. А давай, у меня еще на Гергину компромат. Я не хочу, правда, им вредить, я вряд ли буду это даже использовать. Да, давай еще посмотришь. Угу. Ты кто за комар? Минака. Сестра Фортуна. Моя Минака, я одна из исследовательниц. Я решила пообщаться с представительницами всех партий, чтобы оценить ваши перспективы относительно прогресса, дальнейшего изучения космоса, конечно же, благополучия всех сестер. Позже. Ты кто? Вот это вообще идеально, я считаю. Окей, давайте на этом закончим. Спасибо, получается, да, вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.